Друзья, всем привет! Сегодня покажу вам. В общем, сегодня я буду рисовать такой вот брызг, каплю такую падающую. И с помощью этого рисунка я покажу вам прямо вот в процессе рисования. Вот так буду прям палитру ложить и при вас буду набирать краску, масло буду использовать. Я вам все это буду показывать. То есть я этот рисунок буду рисовать не для рисунка, а для того, чтобы вам продемонстрировать, как вот происходит набирание всех этих кисточек, какие тут только могут быть использованы. Я думаю, тут разные размеры будут. Здесь очень хорошо тем, что здесь будет градация от темного к светлому. Здесь будет и темные участки, которые полностью надо будет вот залить прям краской, и такие средние, поменьше, побольше, и прорисовочка кое-какая будет. И вы сможете это нарисовать очень легко. Картинку я, наверное, приложу ссылку для скачивания этой картинки. Или можете вот сейчас просто взять, нажать на паузу, сделать скриншот и оставить себе эту картинку. Как хотите, друзья, рисунок можете карандашом сделать, да хоть с экрана переводите, хоть чего делайте. Рисуем для души. Вот нравится вам раскрашивание, вот, и сейчас вот наш урок будет посвящен как раз раскрашиванию. Итак, я уже здесь нарисовал кое-что, да. И сейчас вам буду здесь наглядно все демонстрировать. Итак, в общем, с чего я начну? Начну с того, что мне нужно обозначить темные места, чтобы они у меня просто не потерялись. Но, друзья, перед тем, как начинать любой рисунок, вы должны уметь делать вот такую вещь. Вы должны понимать градацию, то есть градацию света, где темнее, где светлее. И вы сразу перед тем, как начинать, вы должны для себя эти маячки расставить. Вы должны понимать, где самые темные места, где какие-то ближе к темному, но не совсем темные, где светлее, где темнее, где совсем белые-белые. Самое белое, что мы можем использовать, это сам лист бумаги, то есть оставляем, не зарисовываем никак, ластиком, если что, там где-то подправить. Либо даже возьмем краску белила титановое и там добавим. Но я сегодня специально даже использую белила титановое, чтобы вы наглядно это увидели. Друзья, вот я нарисовал такую таблицу. Вы должны понимать, что существует вот прям совсем темное. Сейчас мы вот будем заливать это все и посмотрите. То есть должна быть какая-то градация. Вы должны ее четко себе понимать. Где-то у нас на рисунке будет вот совсем белое, да? А где-то, потом, когда я закончу, я еще раз пробегусь и покажу вам где-то вот прям вот белое-белое, а рядышком почти белое. Понимаете? Итак, немножечко берем. Сейчас я буду вам заштриховывать градацию, покажу. Немножечко берем масло, берем тряпку, вытираем это масло. Все не вытрите, друзья. Теперь это обезжирить сможет только ацетон или разбавитель, которым мы моем кисточки, понимаете? Вот. Но ваша задача взять тоненький такой слой масла где-нибудь, он тут растекается же, да? Вот, может быть, вам видно, блестит где-то по-разному. Вот. И вот с этого тоненького места вы берете по чуть-чуть по всей кисточке, вращаете ее обязательно на все 360 градусов. Это вот все это, друзья, нужно делать на начальном этапе, пока у вас не набьется рука. Потом этого не надо делать будет прям вот так жестко и строго. Вы просто будете чувствовать, чуть где-то добавите масло, где-то убавите. Сейчас вот я взял лишнего и вытираю. Я убрал вообще все масло, но кисточка у меня жирненькая, понимаете? Все, это нужно для равномерных растушевок. И берем мы с вами краску. Иногда вот это масло можно использовать, которое в самой краске. Бывает вот новый тюбик открываешь, или когда он долго лежит, выдавливаешь масло, краску на палитру
И там немножко масла вытекает, которое там было уже. И его тоже можно использовать. Вот таким образом, с тонкого места я по чуть-чуть загружаю ее, добавляю. Давайте я камеру приближу, наверное. Вот так, я думаю, будет лучше. Начинаем тушевать. Кисточку я слабо загрузил. Давайте я, наверное, эту таблицу сделаю за кадром, чтобы не тратить на это время, и сразу перейдем к рисунку. Ну и давайте попробуем ластик, который я никогда не пробовал. Ну вот, в принципе, он как-то стирает. Посмотрим. В принципе, он одинаково стирает. То есть такой тоже можете брать. Вот здесь вот видите, он пачкается. Возьму его. Вот прямо от жирной краски можно вытереть его ластиком. Вообще такое как бы в процессе рисования редко, когда востребовано. Это я сейчас тут фантазирую, сижу, да? Вот. Видите? Стирает, работает. Вот примерно градация, да? Тут еще можно продолжить, пока не перейдем полностью в белый лист. И там еще будет последняя клеточка, просто белый лист. Это тоже цвет, который присутствует в тех или иных рисунках обязательно. То есть от самого темного до самого светлого. Друзья, начинаем раскрашивать. Сразу обозначаем для себя самые-самые темные участки. Вот прям жирно темные. Где вот даже фактуры бумаги не будет видно. Это у нас вот этот участок. Вот здесь вот, да? Вокруг самой верхней капли. Поэтому сейчас я вокруг нее обрисую вот так вот кисточкой черным цветом. Ну, то есть прям вот густо-густо нарисую здесь. Вот. И потом смело могу уже затушевывать здесь все абсолютно черным цветом. Потом у нас здесь будет плавный мягкий переходик такой. Ну, с такой вот легкой границей градации. Не жесткий такой, да. Вот. Потом здесь у нас будет капля, вокруг которой уже будет, ну, какой-то другой тон. Я не знаю, какой-то вот из этой таблицы. Что мы сделаем? Мы сделаем, допустим, определим его как вот этот. Но мы вокруг него изначально сделаем чуть-чуть посветлее. Ну, какой-нибудь вот этот вот, например, да? Вот. И потом, когда мы будем тушевать вокруг этой капли пространство, может быть, оно у нас даже и совпадет. А может быть, немножечко здесь и подтемним. Ничего страшного. Если мы где-то залезем сюда кисточкой или еще что-то, тоже ничего страшного. У нас есть ластик и у нас есть еще краска белила титановая. Мы ее сегодня обязательно используем. Вот. Ну и по такому принципу все остальное. То есть сначала темные участки все рисуем. Вот. И нам становится понятен весь рисунок. Итак, поехали. Начинаю я рисовать сверху вниз. Просто для того, чтобы моя рука меньше пачкалась. Сейчас я подниму немножечко камеру. Совсем чуть-чуть, чтобы было видно и то, и другое. Ну, вот так, я думаю, достаточно будет. Начинаем красить вокруг капли. Стараюсь вам показывать вот прям все как есть.
акцент этого видео на том, как мы загружаем кисточки. Загружаю краской хорошенько. Таблица эта нам уже не нужна. Смысл я вам ее передал. Видите, как отличается, да? Полностью черная от уже растушеванной кисточки. Здесь мы затушевываем очень жестко, не оставляя даже фактуры бумаги. Кисточка плохо рисует, я еще чуть-чуть масла добавлю. И тогда она будет растягивать получше краску. Видите, она чуть-чуть заблестела. Не знаю, видно вам, нет? Красочка заблестела даже вот здесь вот на бумаге. Значит, масло есть. Я не знаю, насколько длинное получится видео, но раз уж вы просили, получите. Все, наша задача сейчас обозначить каплю, чтобы можно было тушевать, не залазя на нее. Еще беру масло. Здесь чем хорошо? Тем, что мы максимально закрашиваем, ничего не боимся. Ну, вот так, я думаю, будет достаточно. А вообще лучше побольше, конечно. Потом еще придется нам немножко поработать вот с границей нашей затушевки и тем, что мы сейчас сделали. Теперь берем, друзья, большую кисточку и тушуем. Я возьму вот эту кисточку. Грааль 20 щетина. 20 это просто 2 сантиметра. Ну, можно взять больше кисточку, у нее будет больше производительность. Но вот я могу сейчас взять вот такую вот кисточку, да. Но я ее сейчас загружу, и нам она больше не понадобится. У нас достаточно такой маленький рисунок. Не потребуется такой огромный размер. Поэтому мне достаточно будет такой кисточки. Как следует. Так, сейчас, чтобы было видно масло. Вот так видно, да? Сначала взял краску, сначала взял масло, потом взял краску. Сейчас я вам покажу под разными углами, чтобы она блестела, видите? Сейчас у меня загружена кисточка буквально, ну как для живописи маслом. Можно сделать мазок. И начинаю на палитре. Ничего страшного, на палитре можно издеваться над кисточкой и над бумагой. Видите, как она закрашивает равномерно? В принципе, уже можно даже рисовать ей на бумаге. Даже и на палитре, наверное, не надо было растирать, потому что нам и на бумаге, вот здесь вот на рисунке, тоже нужно такую же черную краску. Но вот сейчас, кстати, будет возможность показать вам, как она не растертая, плохо красит, рисует.
И еще у нас такой момент сейчас получится. Мы здесь эту краску разотрем, и потом она у нас станет рисовать светлее. И мы этот момент тоже не упустим. Кисточку отложим в сторону в таком полузагруженном состоянии и дорисуем там, где нам нужно рисовать светлее. А потом я вам расскажу, как вообще делать очень-очень легкие-легкие светлые тона. Но иногда такое надо, даже не иногда, а зачастую такое надо. И вот на этих участках как раз у вас всегда получаются всякие комочки грязи или еще что-то такое. Правда же? Здесь, наверное, можно даже и ускориться. Давайте немножко ускорим видео, а то он у нас затянется очень сильно. Итак, друзья, все. Немножечко потренировались. Оставили вот эту границу нетронутой. Вот, потом с ней поработаем отдельно. Вот здесь вот, помните, я вам говорил, еще придется доработать. Скорее всего, придется какую-нибудь маленькую кисточку взять для этого. Ну, то есть поменьше, чем это. Чтобы не оставалось никаких просвечивающихся участков. Вообще, чтобы красиво рисовать, я имею в виду реалистично. Потому что для меня красиво это реалистично. Нужно каждый этап прорабатывать досконально. Все, откладываем эту кисточку в сторону. И обрисовываем вторую каплю и остальные какие-то темные участки. И обратите внимание, что здесь вот, допустим, разводы темнее, а где-то здесь они будут светлее, потом опять темнее. Вот тут нужно уже вспомнить про эту таблицу, которую я вам рисовал с градацией, да? Вот, и обратить внимание, что можно переборщить, поэтому слегка не дорисовывайте. А вообще всегда смотрите как бы издалека на весь рисунок по пятнам, что ли, где темнее, где светлее. Вот. И вы точно так же рисуйте, срисовывайте так же, как с фотографии, которую вы взяли для примера, ну или с натуры.